Всем привет! В общем-то, приобрел себе новую пилу. Как видите, это 261 штиль с М-троником. В общем-то, почему купил? Собственно, потому что 180 уже не справляется. Есть задачи, повалки, распиловки больших стволов. Поэтому было принято решение взять именно вот эту вот модель. Вот. В общем-то, комплектация обычная. Ничего такого сверхъестественного нету. А вот пила немножко необычная. Сейчас покажу. Итак, сама пила. Ну, там шина, цепь, инструкция, гарантия. Вот такой вот набор ключей. Отвертки маленькая у нас под регулировку карбюратора нету, так как здесь у нас все делает электроник, а именно электромагнитный клапан. Итак, переходим к особенности данной пилы. Это вот такой вот выключатель. Кто знает, тот знает, кто не знает, расскажу. Это у нас выключатель, отвечает за подогрев ручек, то есть одной, второй, и подогрев карбюратора. То есть зимой вот такой вот пилой будет работать очень комфортно. Так, по пиле характеристики. Это у нас объем 50,2 сантиметра кубических, мощность 3 киловатта, либо 4,1 лошадиных силы. Вес ее 4,9, но с подогревом ровно 5 килограмм сухой. Что еще? Ну, эластостарт. Такая вот пружина там, которая смягчает удар, если вдруг будет. Вот. Пила это Германия, то есть собрана в Германии. Крышка вот такого нового плана, то есть небольшая. Гайки не теряйки, то есть открутили, нигде в траве их не потеряете. То есть вот так вот это выглядит. Звездочка у нас со съемным венцом, то есть это практично. Захотели, поставили 3/8 шаг, потому как здесь стандартный это 325 на толщину звена 1,6. Вот, что еще? Регулируемый маслонасос. Ну, понятное дело, пила профессиональная, поэтому здесь все как на профессиональных пилах. Так, что еще? Вот такие вот крышки, легко открываемые и защелкиваемые. Также и здесь. Сейчас сниму крышку, покажу электронику, какой фильтр стоит. Так, достанем ключ. Удобные замки, которые плотно прижимают крышку. Все, и вот так вот целиком снимается вся верхняя часть. Собственно, вот он, доступ у нас к фильтру. Фильтр HD2. Вот такого вот плана цилиндр облегченный. Говорят, греется, не знаю, посмотрим. Электроника. Ну, то есть вот провода идут на электромагнитный клапан. Ну и, собственно, что еще? И заслонка у нас есть зима-лето. То есть флажок мы вытаскиваем. Вот, я думаю, видно. Вот лето вот так вот, зима наоборот. Будет открытое окошко, то есть у нас зимой еще будет, помимо того, что здесь у нас стоит подогрев, у нас будет теплый воздух забираться от цилиндра. Вот, как-то так. Так, ну здесь, в принципе, пружина. Вот здесь еще одна пружина у нас. Здесь пружина. И тут еще такой вот резиновый демпфер. То есть антивибрационная система здесь у нас отличная. Крышка также легко надевается. Раз, два. Конечно, единственный минус, что без ключа вы эту крышку не снимете, потому что она у нас так плотно очень сидит. 3 положения у нас, не так как на карбюраторных пилах. То есть у нас первым мы заводим ее, она будет работать, не надо переводить. И вот там просто добавим газа. Все, рабочее положение. Выключается она
вверх и сразу отскакивает назад. То есть удобно, вы в принципе не забудете. Всегда пила включенная. Так, ну остальное все стандартно. Зубчатый упор, тормоз. Возможность установки второго зубчатого упора. Вот отверстие под него. Ну и в принципе все. Ну собственно давайте, наверное, залью бензин. Посмотрим, с какого раза она заведется. Как вообще работает. Так, давайте зальем бензин. Бачок у нас объемом 0,5 литра. Масляный 270 миллилитров. Так, здесь у нас декомпрессор для облегченного запуска. В общем-то, ребят, что я могу сказать? Пила достаточно резвая, работает плавно, мягко, оборотистая. Уже в следующем видео я поставлю шину цепь и посмотрим, как она режет, как быстро справляется с поставленными задачами. Ну а у меня на этом все, ребята. Кому было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!